Лабораторная работа 3. Тема работы редактирования объектов. Наша задача в процессе выполнения работы научиться объекты редактировать, то есть пользоваться вот этой вкладочкой, которая называется редактирование. То есть вот этими инструментами, которые здесь находятся. Ну, для этого необходимо. Начинаем. Первое. Командой полигон построить вписанный пятиугольник в окружность радиусом 15 мм. Строим, открываем. Полигон. Число сторон 5. Подтверждаем Enter. Указываем центр. Вписанный в окружность. Вписанный. Подтверждаем. Задаем радиус 15. Подтверждаем. Вот, пожалуйста, здесь пятиугольник готов. Затем командой копировать, скопировать его 4 раза. Здесь главное что расстояние между копиями должно быть 10 мм. То есть вот тут должно быть 10 мм. Ну, тут можно поступить по-разному. Я предлагаю способ такой. Измерим. Вот здесь расстояние. Это расстояние 29 мм. Значит, когда мы копировать будем, мы эту точку должны перенести на 39 мм. И смотрите, команда копировать действует так. Копировать. Выберите объекты. Выбрал. Подтвердить. Enter. Базовая точка. Я выбираю здесь. И вторая точка. Я пишу 39 мм. Enter. Ну и давайте проверим, да, что у нас получилось. Вот здесь это расстояние получилось 10 мм. То есть то, что необходимо. Ну, дальше остается, что сделать то же самое. Можно любую команду сначала выбрать, потом копировать, выбрать базовую точку, перенести на 39 мм. Можно сделать так, наоборот. Копировать, выбрать, подтвердить, базовая точка, перенести 39 мм. Все, первая задача выполнена. Дальше, вторая. Командой отрезок постройте прямоугольник 30 на 10. Командой повернуть, поверните его на угол 45-90 градусов. Строим прямоугольник. Линия, первая точка. Дальше я включу перпендикуляр, режим орто, 30 миллиметров, есть, вниз 10, есть, влево 30, есть, и замкнуть. Escape. Затем я этот прямоугольник скопирую. Раз, два. Ну, расстояние здесь я беру произвольно. Затем команда повернуть. Вот она. То же самое. Можно здесь нажать или здесь выбрать. Да? Повернуть. Нажимаю повернуть. Выбираем объект. Вот он. Выбрали. Подтверждаю. Базовую точку. Это точка, относительно которой будет осуществляться поворот. И дальше показываю. Еще раз. Копировать. Объект выбрали, подтвердить базовую точку и показываю угол 90 градусов. Так, режим орто выключаем. При режиме орто, видите, так не хочет работать. Еще раз выбираем, delete, подтверждаем, базовая точка. И дальше показываем угол 90 градусов. Вот так, угол поворота 90 градусов. 90 градусов. Теперь перенесем его на место. Так, еще один. Выбираем, повернуть, базовая точка и угол поворота 45 градусов. Дальше, ну, перенесем его, выбираем этот объект и перенесем его вот так, чтобы перенести то же самое. Выбираем, перенести, выбрали, подтвердили.
базовая точка, перенесли. Все, что касается этого вопроса, сделали. Следующее. Командой зеркально выполнить отображение объекта относительно оси. Ну, сначала этот объект надо построить. Объект, как вы видите, он тут такой, ну, чисто произвольный. Изобразим с помощью дуг и отрезков. Ну, там, допустим, вот так. Еще одну сделаем дугу и завершим этот объект. Вот объект. Для того, чтобы его отзеркалить, то необходимо нам создать ось. Эту ось вот я создам. Все, теперь выбираю команду «Отразить зеркально», выберите объекты. Вот этот объект у меня состоит из кусочков прямолинейных и дуг. Enter, подтверждаю. Первая точка оси отражения здесь, вторая точка здесь. И смотрите, у меня есть два предложения. Удалить исходный объект. То есть я могу этот синенький вообще убрать, если я включу «да». Но я оставляю «нет», подтверждаю Enter. И у меня создалась копия моего объекта. Затем командой «Обрезать» произведите различные варианты обрезки. Для этого сначала нам надо построить овал. Вот мы его построим. Ну, раз. И теперь мы его скопируем. Подтверждаем. Базовая точка 1, базовая точка 2. И на этом овале построим дугу. Ну, первая дуга пусть будет, ну, какая-то такая. Я за много размахнулся. Так, давайте возьмем другой вариант, 3 точки. И, видите, есть варианты, надо каждый раз выбирать, какой удобнее, да, для данного случая будет. Видите, не хочет, да, так у меня построится. Что тут у меня интересного еще есть? Начало, центр, конец. Начало, центр, конец. Еще раз. Начало, центр, конец. И еще раз. Начало, центр, конец. Построили. Теперь выбираем команду «Обрезать». И в этом случае вырезаем так. В этом случае вырезаем так. Escape, закончили. Так, дальше. Следующая команда. С помощью команды «Разорвать» выполните различные варианты разрывов. Но для этого нам необходимо какой-то прямоугольничек. Прямоугольничек. Поэтому давайте мы его изобразим. Мы можем изобразить вот с помощью команды «Прямоугольник». Раз. И точно так же его скопировать. Взять точку. Раз, раз. Команда «Разорвать» находится вот здесь, в выпадающем списке. И вот здесь есть «Разорвать», разрыв объекта между двумя точками. Можно посмотреть вот здесь видео, которое показывает у нас, как это делается. Надо выбрать 2 точки. И еще вторая команда «Разорвать в точке». Здесь в этом случае у нас получается, значит, одна часть линии, другая часть линии. Вот такие объекты, замкнутые как окружности, нельзя разорвать в одной точке. Мы будем пользоваться вот этим инструментом «Разорвать». И здесь выбираем одну точку, выбираем вторую точку. Вот, пожалуйста, получается разрыв. Для того, чтобы сделать несколько разрывов, то команду надо применить несколько раз.
Вот, сделаем здесь разрыв. Сделаем здесь разрыв. Все, готово. Дальше. С помощью команды круговой массив постройте массив. Но для того, чтобы это построить, нам сначала необходимо задать исходный объект. Исходный объект будет вот этот кружочек. Этот кружочек мы будем размножать по окружности. Для того, чтобы его создать, массив, то необходимо выбрать. И далее у нас есть команда массив. Здесь есть варианты. Смотрите, массив по траектории прямоугольный, круговой. Я выбираю круговой. Укажите центральную точку массива. Это не центр окружности, а вот он центр. Это. И получился. Вот он массив у нас готов. Ну, нам необходимо. Открывается панель редактирования. И здесь можно что сделать? Посмотрите, поменять количество. Ну, 6, ну тут очевидно их мало. Ну, давайте 15 поставим. Да? Вот, 15. Маловато, да? Поставим 18. 18. Тоже маловато. 24. Вот. Ну, вот, допустим, так. Да? Один массив мы сделали. Теперь давайте сделаем массив прямоугольный. Для этого нарисуем кружочек. И точно так же выбираем команду массив прямоугольный и так, массив прямоугольный массив. Выберите объект. Выбрал. Подтверждаю. Enter. И вот он создался автоматически. В нем 4 столбца, 3 строки. Вот это количество мы можем менять. Вот, например, я поменяю на 5. И смотрите, вот и стало 5. Да? Я могу поменять расстояние. Строк 3. Да? Могу расстояние между столбцами 65. Я поставлю 25. Да? Вот, смотрите, что произошло. Расстояние между строками поставлю тоже 25. Щелкаю здесь. Все, пожалуйста. Вот у меня массив создался. Ну, давайте посмотрим, сколько здесь. 4 строки, 4 столбца. Мы это и поменяем. 4. Здесь ставим 4. Все, щелкаем здесь. Вот он такой у нас и создался, да, массив. Обратите внимание, что это есть один объект. Вот я его выбираю, и вот он один объект. И я его, кстати, могу все время, в любой момент, что делать? Редактировать, да. Редактировать. Ну а если мне необходимо, например, удалить одно колечко отсюда, что же делать? Значит, я могу выбрать команду тоже редактирования, которая называется так: расчленить. Я могу разбить сложный объект, которым является массив, на составляющие. Нажимаю, выбираю объект и подтверждаю Enter. А теперь посмотрите, я вот здесь выбираю массив, один объект. А выбираю здесь, выбирается одно колечко, я его могу удалить. Все, готово. Ну, вернемся назад. Так. Дальше, следующее, сопряжение. Ну, чтобы построить сопряжение, сначала надо построить объект. Сам объект. Объект выглядит... Ну, кстати, посмотрите, этот объект у нас является симметричным. Так кто нам мешает сделать вот таким вот образом? Воспользоваться командой зеркальное отражение, да? И вот сюда, сюда хочу, да? Так, теперь изобразим ось и отразить зеркально. Выбираю вот это и это. И это. Enter подтверждаю. Ось одна точка, вторая. Не удаляю. Это я удалю. Вот такой объект. Один. Теперь смотрим. Сопряжение. Радиусы в районе 5-10 мм. Почему это так? Потому что не всякое сопряжение может сюда подойти. Вот команда сопряжения. Выбираем. И читаем. Выберите первый объект или стрелочка. Открываем.
Пишем радиус 5, Enter, подтверждаем. Выбираем первый объект, второй объект. И что? Ничего не происходит. В чем проблема? Опять выбираем сопряжение, радиус. Давайте поработаем с радиусом. Возможно, радиус у нас не подходит. 10. Выбираем один объект, выбираем второй объект. Так, ну, смотрим, проверим. Быстрые свойства. Длина линии 35 миллиметров. Тогда еще раз. Сопряжение, радиус, возьмем 3 миллиметра. Да? Так, один объект и второй объект. И вы видите, вот оно, сопряжение есть. Дальше сопряжение. Выбираем радиус 3 миллиметра, подтверждаем. Здесь, здесь. Ну и аналогично надо сделать внизу. Но я уже не буду делать, точно так же делается внизу. Так, теперь другой объект, который состоит у нас из одного прямоугольника. Так, вот такого. И здесь еще одного, да? Ну, например, так. И если нам необходимо сделать это строго, чтобы он был там, допустим, по центру, то вот я поставил осевую линию. Так, здесь проведу вот этот кусочек. И так, кусочек он должен идти прямо. Вот смотрите, если у меня, вот смотрите, включена орто, я провожу, и он не хочет нарисоваться прямо. В чем может быть проблема? Вот давайте сюда заглянем. Отображение сетки и режим привязки выключен. Тогда проблемы нету. Дальше, отразить зеркально. Выбираем объекты, подтверждаем. Выбираем ось, подтверждаем. Все, мы сделали. Дальше, фаску. Делается она здесь. Фаска. Вы смотрите, что тут есть. Мы можем сделать что? Указать длину фаски. Да, вот возьмем длину фаски. Ну, возьмем ее там 5 миллиметров. Enter. Выбираем первый отрезок, выбираем второй отрезок. Так, и что? Тоже не хочет она с первого раза рисоваться. Сейчас мы посмотрим еще раз. Так, длина. Возьмем больше. 10. Один отрезок, второй отрезок. Да? Что-то нам эта фаска нам сюда не подходит. Смотрим дальше. Ну, давайте угол возьмем. Первая длина фаски 5. Вторая точка. Вот. Ну, тоже не хочет, да? Давайте мы ее все-таки сделаем с длиной заданной. Так. Ну, 10. Enter. Вторая, 10, Enter. Первый отрезок, второй отрезок. Ну, вот она есть. Видите, не всегда команда так получается, да? Так, как бы мы хотели. Мы уже один раз ее настроили. Вот она, пожалуйста. Так, и что еще? Тут нужно, да? И еще раз. Здесь, здесь. Все, завершили. Так, дальше. Дальше нам необходимо нарисовать прямоугольничек. Нарисуем прямоугольничек. И его разделим на 4 части. И здесь мы должны изобразить штриховку. Штриховка находится вот здесь. Штриховка.
Так, и смотрите, мы должны первоначально выбрать образец штриховки. Вот у нас здесь есть, видите, разные образцы. Ну, допустим, у нас бетон, вот это подходит, да, это металл. Возьмем металл, да, у нас металл, раз. И здесь мы можем настроить, смотрите, угол, да, и масштаб. Вот давайте сначала мы раз сюда заштриховали. Теперь смотрите, вот здесь мы должны точно так же заштриховать, но угол здесь противоположный. Противоположный это будет 135 градусов. И масштаб поставим, ну, 2. И заштрихуем. Раз, так. Почему? Потому что была выделена та предыдущая, да? Еще раз, масштаб, штриховка, так, и выбираем, все, заштриховали, все. Теперь опять масштаб, штриховка, и здесь угол поставим 135, так, это масштаб, а угол поставим 135, а масштаб поставим 2. И щелкаем здесь. О, пожалуйста, видите, мы это повернули на 135. Ну, за много, да, достаточно. Здесь, если угол 45, повернем мы на 45, будет 90, ну, 135 получается, да. Ну, а давайте мы сейчас поменяем на 90. Вот то, что нужно. Так, точно так же рядышком штрихуем, но другой штриховкой. Вот этой штриховкой. Масштаб 2, угол поставим 0. Масштаб 2, ну давайте поставим больше, 3. Заштриховали. Вот, пожалуйста, штриховка. Если нам надо заштриховать такой же штриховкой, ну еще больше, масштаб 6, допустим. Вот, пожалуйста, видите, я не выделен, да, не выделен. Еще раз, масштаб, надо смотреть внимательно, чтобы было у нас все выделено. Раз, сняли выделение, теперь опять масштаб, штриховка такая же, но поставим там, скажем, 4, да, и вот здесь, вот, пожалуйста, видите, разный у нас здесь тип штриховки. И так мы можем делать их какие угодно, какие нам необходимы. Вот, собственно, все, что здесь у нас необходимо было сделать в этой работе. Теперь остается все это, что упаковать сюда, в этот лист. Лист у нас из шаблона, видите, вот он есть, наш листик из шаблона. Теперь что нужно сделать? Ну, наверное, прежде всего применить масштаб. Значит, я все это выделил, нажимаю масштаб и теперь указываю базовую точку и дальше масштаб. Теперь подумаем, если я могу написать 2, и что происходит? 2 раза больше. Отменяем, не подходит. Значит, еще раз выделяем масштаб, базовая точка, и указываем не больше, а меньше. Допустим, нам надо в 2 раза уменьшить. Значит, единица делить на 2. Сколько будет? Это 0, английская точка. Английская точка 5. Вот, пожалуйста, видите, вот он стал масштабом меньше. Можно все это по отдельности делать, ну, как вам нравится, да. Если так, видите, не хочет, мы убрали. И теперь мы можем все это сюда красиво поставить. Ну, наверное, удобнее всего это делать как? По отдельности, да. Тогда мы красиво это все расположим. Вот у наши, получается, массивы. Ну, один сюда. Второй, допустим, куда-то сюда его поместим, да, логично. Сюда по центру поместим фаски.
И последние штриховки, что осталось, перенесем и поместим вот сюда внизу. Вот вся работа. Осталось подписать. И подписать вот здесь таким вот образом. Редактирование. Объектов. И указать свою фамилию. Все, задача выполнена.